Утро бодрое, у нас на часах 9:50. Леонид, как всегда, под боком. Нашел тут колено, блок в Минске, вот хочу сгонять посмотреть. Потому что времени нету, лишний день простое, сегодня суббота, летим в Минск. Так что сегодня у нас по плану посмотреть блок колена, если все нормально, поесть у вьетнамцев шавуху, самую настоящую. Хотел еще Black Star бургер, а нет, наверное, не сегодня, не успеем. Давай, доедай. У нас такая огромная. Леонид первый раз ел шавуху. Походу он не доест ее сегодня. Приехали на кладбище Тенспарков. Ну. За коленным блоком. Сейчас посмотрим. Сальник хороший, не выбрасывай. Лёнь, надо? Сальник забирай. Сальник? Тебе пригодится. Давно не что? Да? Такой еще сальник. походит. Сальник. Ну что, разобрали мы корча, колено в яйцах. Сейчас осталось снять голову, потому что голову мне не надо. Варик целый, валы. Короче, кому надо валы хорошие и вариатор бушный в яйцах, обращайтесь. Тут еще вот есть один твин, голова, второй твин. Короче, еще что-то можно раздербанить. На дербан взять. Ну что, дорога домой. Загрузили мы блок. Блок даже с хоном. Чудо чудное. Диво дивно. И у нас получается еще есть клинвал в номинале. Что ты, тебе плохо? Ленька сегодня шавуху съел, теперь ему хреново. Я говорю, туалета в Минске нету, все дорого, 10 рублей. Будем терпеть до Витебска еще 300 км. Все, валим назад. В принципе, следующее видео, если ничего интересного не будет, вы увидите непосредственно, как я буду мыть блок, собирать его. Ну и со всеми вытекающими няшками. Так что, кому интересно, остаемся. По-прежнему со мной молчаливый Боб. Смотрел фильм так? Молчаливый Боб. Он-то в конце фильма начал говорить. Короче, мы не доехали. Леня никогда не был на кургане Славы. Когда-то в детстве. Когда-то в детстве, когда был маленький. Короче, мы решили заехать с ним на курган Славы. Посмотреть волшебную технику, самолет. На таком бы самолете мы с тобой залетели до Витебска минут за 20. А может и 15, да. Короче, я даже Лене сделал сюрприз. Мы поднимемся на ту гору Славы. Как это называется? Курган Славы. Причем насыпной, руками насыпали. Ты в танки играешь? Полезешь? Я тебя сфоткаю. Да, ну типа сядешь, как будто у тебя член, ну типа между ног. Ну хотя если член, лучше сесть вот... Не, можно, давай я тебя сфоткаю. Посмотри, какая пушка между ног будет. У кого техника была, блин, сколько лет назад. Пошли дальше. Скорость максимальная 40 км в час. Мы бы до Витебска на танке заехали дня за 3. Так, а что у нас тут с танками? Интересно, что тут с подвеской? Это, я знаю, траки, это колесики. Подвеска, кстати, сразу видно полиуретан, неразбиваемая пружина, кони спорт, литье титан, шестерня ведомая титана. Короче, блин, ну прикольно. Здесь то же самое. Короче, все на полиуретане. Все на полиуретане. Никакой фигни, никакой заводской резины. Эти колесо А резина, похоже, шипованная. Нет. Да, не, передняя, задняя шипованная, эти обычные. Вот эта пушка, вот это, кстати, не очень как-то звенит, она пустая. Все, мы уже, короче, прошли полдороги, еще полдороги наверх. Блин, я уже устал, короче, сил нету. Короче, больше не пойдем наверх? Ну, может, попытаемся. А там как... Да ну, высоко капец, я не дойду. Назад будет проще. С моей... Колобком скатиться можно. Все, кстати, ступеньки низкие, очень удобно подниматься. Шарниры
коленные не болят, особенно когда там 140. Какой тут ветрище. Кстати, если там наверху тебя может сдуть вниз, и ты разобьешь. Короче, ладно, поднимаемся вверх, поснимаем, что вверху. Ну что, господа альфисты, значит, все, покатались мы. Вчера приехали, кинули все ключи о пол. Блок. Сейчас покажу, что с блоком. Покажу, что с старым блоком подробно, с поршнями. Короче, собственно, что с коленом. В принципе, я купил вчера блок, колено и забрал еще маслонасос на всякий случай, потому что там мотор в неплохом состоянии, целые валы были, так что решил постраховаться. Купил запчасти. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Это еще не все, тут еще вода, целую банку химии взял. Кто опять спрашивает, что за химия, вот такой беру, Акра от К2. Буду сегодня мыть блок, мыть голову. Короче, мыть буду все. Собственно, сегодня моя задача что? Сейчас перекинуть блок. Тот на Машку-раскорячку. Помыть его сегодня. Разобрать, рассухарить голову. Вымыть ее. Завтра я буду непосредственно заниматься сборкой блока. Поставим башку. Короче, завтра хочу собрать мотор и начать его закидывать. Так что через каких-то 2 дня все сделаю, заведу. Вот у меня лежит новый насос, ну, новый бушный, новое колено. Вот. Кстати, старое колено, шестеренку так и не открутил. Ни трубой, ничем, не знаю, походу на клей посадили. Потому что тут что-то жесточайшая фигня какая-то творилась. Так что, все, ребят, кому интересно, остаемся. Вторая серия продолжается. В конце видео, надеюсь, мы заведем корча и будет все четко, красиво, легко и не... Как это называется? Легко и непринужденно. Погнали. Так, смотрим, здесь у нас 0. Здесь, вверху 0 не может быть. 0. Ничего себе. Ну тут хон виден. Ну вот самый низ 3 сотки. Но это самый низ, это может быть и... это там уже не юбка. Там уже юбка, там уже не рабочая часть. Да, рабочий по рабочему. Здесь у нас 2 сотки пускай. 2 сотки. Ну, самый верх тут где-то. Судя по ходу, 3 сотки должно быть где-то. Примерно, да? Да, 3 сотки где-то. Вот в самом месте переклада, если брать вот самое место переклада, ну вот сколько там, 2-3 соточки тоже. Угу. Так, этот, смотрим здесь, тоже 3 сотки. Смотрим здесь, тоже 3 сотки. Смотрим здесь. Так, где-то мы тут попали в ямку. Вот здесь 5 соток. Это получается первый, да? Да, вот 5 соток где-то. Угу. Вверху. А здесь ниже? 5 соток. Ниже 2. А ниже 2. Ну, это самое-самое место переклада, где вот поперек? Поперек. Поперек. 2 сотки. 0. Поперек. 2 сотки. 2 сотки. Поперек. 0. 0. 0. 0. Блок в яйцах, 2-3 сотки, только в одном около 5. Ну, есть хон, я сейчас покажу на видео с фонариком, поэтому даже хон делать не буду. Блок в очень неплохом состоянии, достаточно его только помыть. О, приехал Макс. Привет. Ну что ты без носков? Обокраем. А зачем ты турбину ломаешь? Да, нормально. Ей хорошо. Ясно. Ей так нравится. Ясно. Все понятно. Ну и, собственно, расскажу, какой у нас нарисовался косяк.
Но это немножко позже шатуном. Почему все-таки был некачественный ремонт, я расскажу позже. Пока буду сейчас перекидывать в блок. И, как говорится, уже все в процессе. А мы с Максом пока чай попьем. Пауза. Короче, разобрал я бошку. У нас еще один косяк. Нам надо искать вариатор фаз. Потому что этот вариатор, как видно, заваренный. Дичь дичайшая. И расхарил башку. С башкой у нас тоже косяк. Завтра повезу, мало что, на шлифовку. Вот раковина. И вот раковина внизу. Как раз возле канала масляного. Короче, завтра повезу на сварку. Не знаю, что там это станет. Что это выйдет. Так что на сегодня все. Блок уже один скинул. Новый повесил. Немножко его отмыл от гноя. Так что завтра буду заниматься непосредственно блоком. Закину его вместе с коробкой. Ну а голова, не знаю, подождет, как говорится. Уже потом закину на десерт. Низ хотя бы уже можно будет весь собрать. Так что на этом все. С вами увидимся через секунду. Приехал Виталик. На сегодня на BMW. У него есть BMW и Альфа. Он продал машину, купил мотоцикл. Ну что, день следующий. Приехал Леонид. Молчаливый Боб. Сегодня, значит, я как, не знаю, показал в прошлом видео заваренный вариатор. Варик будем менять на бэушный. Нашли за 30 баксов. Но, блин, насколько он отъездит, никто не знает. Потому что новый мы пока не тянем. Маслонасос новый, колено новое. Блок новый я уже показывал. Собственно, хотел показать свою красоту. Короче, сегодня разорился. У меня же был фонарик юртовский. И он, сука, уехал с одной машиной. Пока я понял, что он уехал, позвонил владельцу. Он сказал, фонарик по дороге где-то потерялся. Короче, вот купил вот такой. Стоит безумную денег кучу. Зато на магните. Гнется, тонкий, короче, можно засунуть в любые места. Вот, собственно, что смешного. Короче, ну вот как видно, не знаю, видно ли, есть хон. Красота красивая, без задиров, слава богу. Есть небольшая выработка вверху, но это пофиг. Поршни у нас будут новые. Собственно, у нас еще нарисовался один. Два режима еще ярче. Значит, у нас получается первый поршень, точнее шатун, как видно, бил по стенкам. И, естественно, есть выработка. Просто уже наплавленная. Я его промерил, тут получается 13 соток. Яйцо это очень-очень много. Ну и как видно, поршни также уже с выработкой. Поршни я заказал новые по Мале. Я покажу дальше артикулы. И нужно, конечно, нам будет поменять этот шатун. То есть был, скорее всего, некачественный ремонт. Они поточили колено в третий ремонт вкладыши, потому что у нас третьего ремонта. А коленвал 20 дюймов это второй ремонт. Так что это, ребята, боль от смерти. Вкладыши все подранные, лысые, красные. Собственно, меняем все 4 поршня, один шатун обязательно. Поэтому они, скорее всего, из-за того, что они поменяли шатун, разбило опять его. Ну и маслонасос. Сейчас у меня все на стенде. Вот эта лялечка висит. Сейчас я переверну. И будем укладывать коленвал. Приехала голова. Голову я вчера, не знаю, показывал. Шлифанули. Ах, красота красивая, новенькая. Писечная голова. 25 рублей шлифовка. Это где-то там около, сколько там, 10 баксов. Короче, красота. А Леонид сегодня будет заниматься тем, что будет сегодня сидеть в интернете и гуглить. И получать оттуда ссылки. Что, дальше нам понадобится масленка с чистым маслом. И начнем с корней и полуколец. Собственно, сейчас ставим пока корневые вкладыши. Артикул, кому интересно, вот он.
что, пополнение поршней, как говорится, на мою полку. Полка мертвецов. Главное, чтобы она не рухнула, эта полка алюминиевая. Все. Ставим новое и, в принципе, будем заряжать все в блок. Шатун я уже поменял. Шатун старый в помойку. Так что у нас будет все цивильно, все четко. Ну что, блок у меня готов. Поршневая у меня готова. Что мы делаем дальше? Все, промазываем блок маслом. Обильно. И главное, не бойтесь, если у вас вольется лишнего масла чуть-чуть. Как говорится, лишнее все уйдет в бездну. В данном случае в поддон. Все. Все в масле, все четко. И, естественно, поршни кольца мы также сделаем ту же самую процедуру. Все, берем. Сейчас, значит, так, что у нас как-то так, это перед. Значит, 1, 2, 3, 4. Коленвал у нас сейчас находится. Так, ставим шейки вниз 1, 4. Значит, сейчас будем 1, 4 заводить. Разводим кольца, как всегда, под 120 градусов. Смазываем обильно маслом. Значит, вкладыш это глика, традиционно глика. Артикул, кому интересно, вот, это все СТД. И поршни Мале. Артикул, вот он. Это тоже СТД, Евро 2. Вот такие вот красавицы, новые поршни. Красота красивая. Все, смазываем маслом 2 юбки, смазываем маслом кольца, чтобы проверяем, чтобы они были подвижные. И получается, разводим по 120 градусов, берем оправку и пензюрим. И не забываем, естественно, смотреть направление. То есть, получается, если мотор, получается, смотрит на меня, там руль, тут фары, то, естественно, вот эти верхние клапана большие, они будут смотреть назад. Вот таким образом, вот так вот стоять. А замок будет смотреть вперед, не путайтесь, а уже корни, замки будут назад. В принципе, в видео я это все показывал в первых, поэтому, как говорится, не будем даже заострять на это внимание. Не могу не порадоваться этим фонариком. Такой офигенный, просто писечный. Все, собрал я наконец-таки все. Теперь все четенько, все ходуном ходит, все крутится, все смазывается. Короче, красота красивая. Все, сейчас я разворачиваю на 180. И мы будем сейчас ставить маслонасос. Маслонасос, поддон и внедрять коробку, и потом уже, в принципе, будем уже цеплять мотор. Все, далее у нас ждет сальник коленвала, я вот уже выдрал. Артикул, кому интересно, сальника вот, ха-ха. Размер сальника 31/41/7. Он, в принципе, на все твины, на дизлоиде такой же размер, так что обращайте на это также внимание. Все, сальник на своем законном месте. Далее нас ожидает шестерня коленвала. Проверяем шпонки, чтобы крепкие были, целые, не драные. Ставим на свое законное место. Ага, где он? И зажимаем. Где-то, вот. И зажимаем, обратная резьба, смазываем шайбу маслом с двух сторон. И зажимаем геометрическим ключом 380 ньютон-метр. Ну что, приехал Пашка. Пашка переболел короной.
поэтому у нас сейчас эта дистанция. Не болеть нельзя. Собственно, меняем сцепление. Короче, сакс я уже поставил. Новое сцепление. Сейчас не мы, а Леонид всунет коробку. Ты же любишь всовывать коробки? Если бы не было маски, Пашка бы рыжал. Все, и будем цеплять. Голову, значит, я еще не успел на направляшке перебить, поэтому мы сегодня просто повесим мотор на подушке, соберу весь низ, чтобы завтра я тупо закинул голову и ее тупо завел, потому что мне сегодня нужен напарник, помощь. Завтра, наверное, помощи уже и не будет. Или будет. Колеса надо тереть, кстати, Малиновского. Все, короче, ставим. Я уже все отцентровал, зажал. Поставил задний кронштейн, насос, генератор. Конечно, хотелось бы собрать все в сборе вместе с Грэмом, но времени нету на направляющие. То до ночи буду этим заниматься. Все, берем карабас и будем сегодня уже устанавливать его взад. Значит, по Кортека сальник. Это наш, где артикул? Вот артикул сальника коленвала задний. И ман-фильтр, артикул. Вот, кому интересно. Сальники полуосей. Сейчас я быстренько вытащу, вставлю новый, покажу артикул и будем всовывать коробку. Значит, сальники полуосей. Вот артикулы, левый и правый. Значит, правый у нас маленький, поменьше, а левый у нас побольше. Почесал бровь? Давай. Вот эти две. Да. Давай. Хець. На, стоп, не торопись. Не шпильки упасть. Поднимай свой край. Поднимай. Вот. Поехали, блядь. Ну что, в этот раз было сложнее? Легко. Вошла как детишка. Короче, мотор пока у нас висит, как видно. Сейчас я цепляю подушку переднюю. Где она, кстати? Вот эту. Оп. Вот эту подушку первую сейчас зацеплю. Повешу сюда, потом подушку вторую и подушку заднюю. В принципе, уже будет висеть у нас мотор. Кстати, мы стартер не повесили. Надо было стартер. Ну, повесим, просто удобнее, конечно, когда он в снятом состоянии. И, в принципе, сегодня наша задача повесить мотор на 3 подушки. И, как говорится, низ будет уже готовый. Самое сложное, как говорится, впереди. Все, значит, мотор, подушка, боковые висят. Сейчас... что мы делаем? Все, стравливаю. Все. Пускай. Еще. Давай. Он уже висит. Харе. Все, разъединяю всю эту бодягу. Под ним. Разворот. Складывать будем. Все, синтоловый член сегодня справился как никогда. Я вообще-то не про тебя. У нас тут осталась фигня. Задняя подушка, стартер, шмартер, в принципе, полуоси. Спускаю его, кстати, полностью до нуля. И, в принципе, никуда не прощаемся. Через пару секунд продолжения мы будем ставить голову, переборка головы. Покажу, артикулы еще не все. Ну что, самое вкусное, вариатор, как я говорил, был заваренный, как говорится, на полку позора, у меня их там уже миллиард собралось. Будем навинчивать бэушечку. Не забываем про волшебный клей стоп-резьба, потому что случаи были. Все, накручиваем
И я сейчас на сегодня повешу заднюю подушку, повешу мотор, закину полуоси, соберу подвеску, чтобы мне завтра осталась только голова и вся эта жмуха. И хочу завтра уже по утряне запустить этого корча. Непосредственно продвигаться к следующему проекту. У меня Lancia Kappa 2.4 TDS. Там будет замена ГРМ, там будет покраска какая-то, ядреная. В трехслойку, в перламутр, фиолетовый. Короче, жизнь, боль, ад. Так что, кому интересно, остаемся. Леонида, возможно, вы дальше тоже увидите. Так что вот как-то так. Ну что, собираем. Ну что, итак, закупился я хомутами. Это уже на сегодня, непосредственно на сбор автомобиля. Сегодня хочу запустить. Значит, башку я помыл. Выбил я направляющие клапанов. Колпачки, кстати, сидели, но они уже жесткие были. Значит, замочил уже в масле направляющие. Длинные, короткие. Не путайте. Длинные идут на выпуск, и короткие идут на впуск. Значит, артикулы. Значит, длинный артикул вот. Это получается на выпуск. И короткая направляющая на впуск. Артикул вот. Кому интересно, использую чугун, использую оправки для выбивки и для прессовки. В принципе, все. Сейчас как прессовывать я уже не буду. Было недавно на видео на 147 показывалось. Сейчас прессую, поставлю колпачки, отобью клапана. В принципе, все. Так, ну что, башка на месте. Момент засяжки 20-40, 3/90. Приехал Леня. Сегодня, кстати, видео выходит первая часть 6 часов. Там ты будешь танцевать со слоном. Прокладка, значит, Евро 2 паранитовая. СТД. Артикул по Victor Rens. Вот, кому интересно. Это мы выкидываем в печь. Держи. Ну что, сейчас закручиваю последние подходы. Ставим ГРМ, валы. Потроха, стартер я уже проводку сзади накинул, останется прокачать еще сцепление, вчера не успел. И все, и завозим корча, тут уже осталось вообще фигня, я думаю в течение 2 часов она, как говорится, заведется. Заводить сегодня будет тяжелая рука Леонида, ты же вечно косячишь. Так, башка стоит, закинул валы, гидрики, смазываем все обильным маслом. Новые сальники распределовалов по Картека, значит артикул большого, который с вариатором, и артикул малого, который на выпускной распредвал. Так, дальше у нас след летит помпа метели 2 литра Евро 2 с металлической крыльчаткой. Немножко герметоса, и будет вам счастье. Так, и кит по ини. Артикул вот, это у нас ГРМ. Тут у нас в наборе получается ремешок и 2 мерзких кролика с наклеечкой. Вот такие вот. Оп, на помойку. Все, значит, залил я гур. Забыл там еще трубку зажать, масло троху насцало. Ну ладно, бог с ним. Наша задача сейчас попробовать запустить мотор. Антифриз я залил, масло моторное заливаю. Так, ну что, короче, тут еще куча недоделок. Сейчас попробую хотя бы просто запустить корча ради интереса, потому что уже хочется домой. И не хочется домой уехать, не проверив корча, запустится или нет. Все, ключ на старт. Сейчас заведем его, посмотрим, что у нас получилось или не получилось. Накачиваем 2 раза все это в бодягу. Ну что, готов? Вяленько маслает, падла.
черт. Форсунка горит. Надо нам словно срочно обратиться к компьютеру и посмотреть, на что он ударится. Так, у меня бьет 0335 датчик оборотов. Он же датчик коленчатого вала. Так, сейчас мы быстренько глянем фишку. Так, а где? Короче, сейчас я быстренько запятаю, будем делать второй старт. Так, фишку я поставил, я вообще не знаю, как я ее забыл. Вроде бы, мне казалось, я помнил. Но, наверное, просто уже усталость. Ладно, дубль 2. Засираю ошибки и завожу корча. Именно завожу корча. Все, сегодня мы закончили. Сегодня был тупо старт. Завтра я уже закончу с подвеской. ГУР, генератор повешу. Доберу подвеску и уже, как говорится, буду прогревать, обкатывать и всю фигню. Сегодня просто уже чисто по фану, сил не было. Хотелось сегодня запустить первый запуск. Блин, вот если бы не датчик, было бы все идеально. Кажется, ты провода ставил. Ушел в лес. Короче, мы не прощаемся. Сейчас увидимся с вами, буквально на утро и будем заканчивать с этим корчом. Так что на сегодня Леонид нас покидает. Наверное, завтра мы уже не увидим через 3 секунды. Он появится только в следующей серии, потому что ему еще свиней кормить. Поросятам дал. Короче, все, через пару секунд увидимся, а Леонид с нами прощается. И сердечко сделай. Все, ребят, всем. Ну что, утро бодрое. Осталось у меня, как видно, масло в коробку. Колесо уже эту часть собрал, все собрал, закрутил, ГУР доделал. Короче, фигня осталась. Значит, мне осталось только ставить одну полуось, колодки, собрать эту сторону и все. И корча будем заводить, прогревать, обкатывать на холостых. Ну, а потом поедет восвоясь. Чуть позже, наверное, заведу, уже на горячую поснимаю. Потому что сейчас тут технические моменты. Покажем стоимость запчастей, которое ушло на этот автомобиль. С калькуляцией покажу, что мы покупали, что меняли, зачем и как, и сколько это вышло в конечном итоге. Поэтому не прощаемся. Еще будет, наверное, финальный аккорд. Все, альфисты, господа. Закончили, запускаем, греем и на полчаса ставим корча на холостом ходу. Ребятушки, будем заканчивать. Сегодня с этим корчом мы уже заканчиваем. Завтра отправляем его домой. Он еще, конечно, поработает, прогреется, понаблюдаем. Слава богу, все сухо, ничего не капает, ни антифриз, ни масло, ничего. Это радует. Потому что после больших ремонтов всегда бывает какая-нибудь фигня. Это традиционно. О, вентилятор вырубился.
Ну что, печка дует, все красиво, все горячо. Владельцу останется обкатать 800 тысяч километров, сменить масло, фильтр, и будет ему счастье. Цена запчастей новых в этом углу, и дополнительно мы покупали вот это. Общая сумма запчастей, которые были куплены на этот автомобиль, вот столечко. Конечно, это печально, потому что попали на блок, на колено. Это как бы самые дорогие детали. Многие скажут, может проще мотор взять. Ну просто, если бы были нормальные моторы, ну их очень сейчас мало. Можно просто купить второй мотор, вскрыть его, там те же яйца, только боком. Нет валов, съеденные галтели коленвала, битки гидрики, битки заваренный вариатор. Так что в данном случае, ну, ремонт всегда круто, потому что также новый контрактный мотор я стараюсь по возможности скрывать, как минимум поддон и клапан. Ну, на этом все. Надеюсь, я палец вверх заработал. Обязательно. Это моя работа. Дополнительная. С вами был традиционный Александр. Плюс одна Альфа в славном городе Костюковичи. Вот, вспомнил. На этом все. Все. Всем пока. Берегите себя и свои Альфы.